Доброе утро. Мы, в общем, сдали багаж и теперь выдвигаемся в Помпеи, а потом дальше там в Салерно и на Амальфийском побережье уже. Сетевые фонтанчики есть по всей Италии, но я читала, что здесь их лучше не пить, потому что здесь очень грязная вода. Траванешься, если будешь пить. Вот. Короче, взяли мы багаж по 2,5 евро. Приложение могу, наверное, добавить, что, не знаю, будет ли реклама, но это вообще первое попавшееся, которое я скачала. Я искала по карте ничего не нашла, а вот через это приложение нашла. Вот. Теперь мы идем разбираться еще раз с поездом. Там есть два типа билетов. Один на конкретный какой-то поезд, он стоит дешевле. А другой это просто как бы общий там на 120 минут на все поезда. Он стоит дороже. Вот нам продали тот, который дороже. Сейчас мы хотим купить, который подешевле. Самолеты, в общем, в Неаполе очень много самолетов летает. Так как тут близко аэропорт, тут все время идешь и, во-первых, звуки самолетов, во-вторых, они очень большие, иногда прям вылетают из домов, там, например, или, вот прям над тобой летают, и классные фотки получаются. Жалко, я видео ни одно не сняла, фоток у меня куча. Ну да, они тут особо не заморачивались тем, чтобы вынести аэропорт. Да, но зато это хорошо, мы пешком уже дошли. Хочу сказать, что тут вот на Центральной площади, конечно, очень много людей, и, честно говоря, очень много всяких там бомжей или попрошаек, потому что вот Дима сидел, его уже 3-4 раза просили денег. Мы когда купили еду в Маке, там буквально самый дешевый бургер и картошку, у нас пришли их требовать «дайте поесть», то есть забирать их. Вообще неприятно, конечно, когда ты выходишь поесть, и еще в очереди в этой стояла так долго, выходишь поесть, а у тебя забирают еду. Вот. Хорошо, что она хоть она прям пыталась уже, мне кажется, забрать, потянула руки, но я такая, не надо, это моя еда. В общем, да, купили мы билеты прямо на тот самый поезд, в который мы поедем, вот, стоило 3,3, это дешевле, чем мы вчера покупали, поэтому нормальная схема. Вот. И мы, кстати, сразу вот в Гарибальди спустились, потому что вчера мы как-то полгода прошли прямо до самого центрального, и прямо здесь можно тоже уехать. Тут почему-то очень рядом дистанция находится, то есть Гарибальди и центральная, это буквально пешком пройти там 10 минут, 5-10. Почему-то это разные станции, и, я так понимаю, одни и те же поезда ездят, потому что мы когда вот ехали с Помпеи вчера, то мы остановились сначала на центральной, а потом на Гарибальди. Нас не пускают. Такие ведут празднования полицейские. Вот что же. Понятно. Так это же, видишь, типа разные команды, они вот везут их велосипеды. И вот мы уже внутри Помпей. И что мы хотим сказать? Во-первых, когда мы подходили, по дороге было очень много точек, таких вот инфопоинт. Вот, там написано всякие там, как помогаем, там все такое, это вот все. И создается иллюзия, там бесплатные карты, например, там, мап, то есть карты парка. И создается иллюзия, как будто бы они чем-то должны нам помочь. Но на самом деле они пытаются обмануть, потому что вот мы сейчас, например, подходили, и нам сказали, что вот этот вот вход, он только для групп. То есть вы должны заказать трансфер и пойти на вход для всех людей, то есть для обычных туристов частных. Но это неправда. Мы зашли спокойно, и никто нам ничего не сказал. То есть просто вот эта вот женщина на входе, она стоит не внутри парка, а за парком, но на входе. И пыталась нас убедить, чтобы мы заказали у нее трансфер. Там просто рядом через дорогу была точка с аудиогидами, с турами и прочим, и вот она стояла типа через дорогу от этой точки. Вот, и, да, видимо, и она косит как будто бы пропихнуть над работника парка, но на самом деле это не работники парка, не ведитесь. И мы просто такие покивали, окей, и спокойно зашли сюда, и вот здесь бесплатная, кстати, камера хранения, вот, кстати, карта, и я тут вижу, там бесплатная карта тоже вон лежит внутри парка, смотри. Ну да, то Настя пыталась взять карту около станции ЖД, Вот но там карта, что-то не было всё. никакой карты.
все, бесплатная карта внутри парка. Тут вот выставлены всякие вещи, которые остались. Видимо, залитые были. И вот это хлеб, переиспекшийся. Вот такие стены. Ой, колонны немножко подделанные. Только что прошлись по выставке «Женщины в Помпеях». С нее начали. С нее начали, да. И, конечно, там даже был, не знаю, правда, неправда, женщины, которая, типа, не знаю, прям реально кричала и спасалась это от, вообще страшно. от этого. Да, прям даже снимать такое не хотелось. Офигеть, прям травой все поросло. За все эти ступеньки. Интересно, конечно. Я бы там погуляла. Такие коридоры. Там еще, кстати, в центре раскапывают. Возможно, когда-нибудь там уже можно будет и Что-то там будет еще, да? Да. Мы нашли виноградники. Сюда нельзя пройти. Там вон дети сидят. И ворота закрыты. Ну, вот такие тут были дома. Но вот стены разукрашены, как бы, но фрески вырезаны, как бы. Видимо, все фрески повырезали его, да, и на консервацию в археологический музей поместили. Но вообще я читала, что, возможно, потому что они тут портятся, все такое, а в музее как бы там специальные условия хранения. Но все равно жалко, конечно. Вот здесь так смотреть было бы немного атмосфернее, мне кажется. Да, Чем просто прям кусочками так. дырочки, да. Мы приняли волевое решение идти в центр и уже там походить погулять, и потом возвращаться назад, потому что есть вероятность, Потому что что мы не вот успеем такая всё вот обойти. карта, а мы мы вот вот тут за первые полчаса. То есть мы вообще тут столько зон, я не знаю, Да. кто может за один день все обойти. Или мы просто медленно. И еще тут такая штука, что часто зоны входа и выхода разные, поэтому можно, если очень куда-то хотеть попасть, прийти не туда. Ну, в принципе, обойти, наверное, не составит труда, но... Тут, в принципе, вообще есть много таких вот мест, где трупы людей сгоревшие, как это называется красиво. Да. Мы решили все-таки снять, потому что все снимают, фоткают, наверное, это нормально. И это, видимо, жилье такое было тут. Само по себе небольшое здание, как бы это комната, я даже сказал. Но, наверное, для тех времен это было тоже очень дорого. Начинается дождь. Походу, надо куда-то прятаться. Потому что будем сейчас мокрыми. И тут как бы где-то есть место накрытое, но вот по этой улице здесь везде заборы стоят. И никуда ты не зайдешь особо. Ну вот тут люди прячутся разве что. Я думаю, многие знают, что Помпеи – это город, который был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Извержение длилось 2 дня и было постепенным.
Около часа дня первого дня поднялся столб пепла и пемзы, покрывший окрестности. Большинство жителей, увидев это, начали бежать. Пирокластические потоки накрыли Везувий ночью или утром следующего дня. Так как большинство жителей покинуло город до катастрофы, останки погибших находят и за пределами города. И поэтому точное число погибших оценить невозможно. Нашли не менее 1500 тел, когда общая численность населения Помпеи и Гераклиума составляла более 20 тысяч человек. Мы наконец-таки попали внутрь здания. Здесь можно походить, посмотреть. Вот там какие-то комнаты есть. Но тоже стены вроде как еще остались разукрашенные, но фрески все повырезанные. На самом деле тут на карте обозначены звездочками места, которые можно посещать. Да, Я уже эту карту, конечно, со всех сторон посмотрела. Прям вообще хорошо сохранившаяся комната с мозаикой на полу. Но людей сюда очень много. Как-то пришло что-то. Это какие-то гранитные остатки. Вот здесь что-то было еще из гранита, но уже разрушено. И так оставили их чисто, чтобы напоминание было. Вот прям тут в крыше в здании сделаны. Наверное, настоящие. Ну, настоящие, конечно. Это какие-то попроще тут рисунки, буквально. Ну, здесь есть, которые, видимо, вырезали они побольше, а вот эти вот маленькие просто... Что это такое? Свернули на второстепенную улочку Помпеев. Вот, идем тут. Да, это смотреть основную улицу, там много всяких входов, много чего нарисовано. Короче, так прям убранства много разного. А здесь просто вот с одной стороны стена, с другой стороны стена. И все. Ну, это прям реально полноценный город. Тут вообще столько ходов, вот так вот реально улочек. Я думала, будет намного меньше. Маленький амфитеатр. Конечно, они их тут берегут, не пускают туда. Хотя мы там в Турции были, да, там прям Там можно всё было равно, ходить да. прямо внутри их. Под с этими, под лестницами, этими под сидениями. Театр Пикколо, и посмотрите, там люди чистят ступеньки, вон, вытирают траву, чтобы красиво было. Возможно, кстати, обычно и пускают, может быть, сейчас они просто работают. Вообще, как бы, общая территория Помпеи составляет где-то 66 гектаров, треть из которых до сих пор погребена под пеплом. То есть треть Помпеи до сих пор еще не раскопали. Но вот это вот что? Я тут вроде как доделали кирпичиками, но тут нет никуда дороги вообще. На табличках написано название дома, либо виллы, и также тут указания типа по номеру и району, то есть как они тут по карте туристической это обозначены, но также есть и имена улиц, и дома. Также здесь такие же тоже таблички везде висят, вот туда, в ту сторону, в эту сторону. Вот, и тут такие прям реально улицы, как в Неаполе тоже. Извилистые, выкрутасические. Не для всех доступно тут некоторые вещи посмотреть. Вот мы Мы маленькие. Мы маленькие. Но вы можете посмотреть. Тоже видим какие-то фрески и мозаики, возможно, на полу. Подсади меня, я посмотрю. Такой маленький узкий проходик сюда. У кого-то был прекрасный вид на море.
А еще здесь пол такой вздутый. Не знаю, как такое могло получиться. Даже. Вообще тут даже вот тут мозаика. То есть мы прям по мозаике ходим. Обычно нельзя, но тут почему-то можно. Да. Тут, наверное, может какой-нибудь бассейн был или прудик или что-нибудь такое. Как будто бы у них такое обычное строение в домах. В 1592 году впервые обнаружили часть городской стены Помпей. Но считается, что раскопки начались в 1748 году. И они продолжаются до сих пор. То есть даже сейчас изучаются еще не раскопанные участки и находятся новые предметы и места. Гуляя по Помпеям, чувствуешь смешанные эмоции. С одной стороны, это большая трагедия и очень жалко людей, кто тут пострадали. С другой стороны, это очень интересное место. Тут ты идешь буквально по истории. Все сохранилось так, как было много лет назад. И ты чувствуешь воодушевленность. Это такое счастье того, что идешь по такому уникальному месту. И получается, что прогулка наполнена и грустью, и жалостью к людям, и радостью от того, что ты гуляешь по этим улочкам и видишь все это великолепие. Местные жители Помпеи. Кстати, тут есть и настоящие кости людей. Вот, скелеты. Но вообще, те тела, что мы видели до этого, это не совсем трупы, а скорее слепки. Техника изготовления слепков основана на том, что вулканический пепел, затвердевая, создавал идеальную форму окутывающих его предметов и тел. И со временем тела разложились, но вулканический пепел затвердел, и в земле остались пустоты, как слепки тел. И придумали заполнять эти пустоты жидким гипсом. И заполняя, можно получить, получается, точная копия оригиналов. После того, получается, как гипс затвердевал, окружающая почва удалялась, и слепок извлекался на свет. Получается, что эти тела – это точные формы тел погибших людей, включая выражение лиц, складки одежды и даже волосы. Вообще, иногда внутри находят кости настоящих людей, потому что гипс заливали прямо в пустоты, оставшиеся после разложения тела. И мы буквально видим момент смерти, как фотографию из прошлого. Мы тут ходим и понимаем, что мы не успеваем везде походить тут за один день, поэтому решили уточнить, как работает тикет, который 3 дня. Вот, и да, он работает таким образом, что у тебя как бы хоть, несмотря на то, что у тебя 3 дня на Помпеи и виллы, но ты можешь войти только 1 раз. То есть, получается, при этом виллы, которые внутри парка, которые входят в Помпеи плюс, они тоже, ты можешь зайти только за 1 день, когда ты заходишь в парк. Отдельно потом нельзя. Поэтому, видимо, сегодня мы тут догуливаем, сколько у нас времени есть, и потом завтра уже возвращаемся на виллы, которые не на территории парка. Наверное, из этого дома вырезают для секретной комнаты фрески. Мы пришли в виллу Диаманте. Тут это одна из тех вилл, которые нужно покупать отдельно. Они не идут в билете экспресс. Вот, сейчас посмотрим, что здесь, чем они так отличаются. Но здесь, да, там люди вниз куда-то спускаются. Сейчас пойдем посмотрим. Тут, да, всего 2 виллы еще дополнительно. То есть вот это и еще одна. Это Мистери. Вот. Они самые большие и популярные. Окраина, где живут богачи, получается. Да, такая дорожка отдаленная, короче, загородное жилье получается. Ну да, понятно, вон там вот мы заходили. Тут есть какие-то еще ходы внизу. И еще вот такая большая открытое пространство, парк для отдыха. Тут отдельно даже есть такой проходик куда-то вниз на -1, -2 этаж. Ну как, на улицу все равно выйдешь, но из-за рельефа кажется, что тут ты идешь куда-то на несколько этажей вниз. Ох, там еще ниже можно. Теоретически. Идем во вторую виллу Мистерио. Тут, кстати, вот, смотрите, по ходу дерево росло. Забавно. Сейчас столько лет прошло, может, ну так реально идеально в центре. Нет, это точно не с тех времен дерево, конечно.
Ну, может быть, когда его раскопали, то выкопали, ну, вырубили. Ну, тоже даже с момента, когда его раскопали, уже много времени прошло. Вот такие тут залы. Мне как-то вот эта больше вилла понравилась, чем первая. А мне наоборот, да. Почему? Ну, архитектурно она как-то более прикольная. А мне нравятся такие колонны, такое вот. Вообще, вот такой вопрос. Стоит ли сюда идти, если ты уже был в Помпеях? Как ты считаешь? За 8 евро? Да. Ну, не знаю. Вот, смотри еще. О, тут, да, тоже есть ставни. Там еще такие были похожие двери. Такой материал. Ну, непонятно, знаете, чего. Как будто бы железный. Либо просто это как-то осталось наверху. Реально дерево, как бы оно сохранилось. Ну, да, ну, вот это вот как будто бы дерево. Это, походу, бетон. Ну, вот у него, видишь, типа, какие-то, типа, завесы. Ну, вот это вот, ну, я потрогала, как бетон. Но выглядит это вот как деревянные двери, которые у нас делают там в каких-то деревнях. Да. Кем стилизованы? В то время стилизовали под дерево? Ничего себе, они модники. А тут отдельный вход. То есть нужно пройти отдельно только на эти виллы. Наверное. Я прочитал, что нельзя. Но это, по-видимому, наиболее сохранившаяся комната из всех Помпеев, потому что ничего не вырезано почти, мало, только если отвалилось что-то. Там, смотри, что обвалилось, да, так вообще все. В оригинале. Тут еще подсвечивается, поэтому прям Ну очень да, хорошо да, видно. кстати. Смотрите, тут есть еще такие вот фрески. А еще мы хотим еще показать, что там вот такие фигуры, полутрупы, полустатуи, не знаю, как назвать правильно. Вот там еще есть. То есть просто мы зашли в рандомную виллу, и вот тут тоже они есть. Да. Кстати, вот эти вот люди, это первые, кто таким способом их, как сказать, сделали статую из них. Это вот первые люди, там всего 4 человека первых было. А это вот первые 3. 4-я, я понимаю, разрушилась. Там еще была девочка. Вот. Это знаете, в каком году? В 1863 году это было. Последний наш тоже дома обходим. Вот. Тут вообще парк работает до 7 вечера. В 6:45 уже все закрывается, надо все выйти, ну, там, забрать вещи, например. А вот после 6 тут все места, которые можно зайти внутрь, вот типа этой виллы, они уже тоже не перестают пускать. Но эта вилла почему-то пускают уже больше 6. Мы быстро зашли посмотреть. Тут, видимо, человека нет, поэтому пускают. На каждой вообще вилле обычно человек сидит и смотрит. Поэтому это наши уже последние виллы. И мы пойдем забирать вещи. А эта вилла-то, она с этими, с виноградниками. Вот такими вот. Тут. Тут даже на карте, кстати, они нарисованы. Да. Виноград настоящий растет. Ну, не знаю, маленький пока что. А осенью можно тут покушать. Думаю, что должно входить в цену билета? Думаю, что осенью просто не пускают. Зашли мы еще в сад, он еще открыт, и тут лежат тела, тут были обнаружены, скажем так, тела 13 людей, которые бежали от вулкана, и их здесь застало, накрыло. Нашли их в 1961 году аж. Ну, и, кстати, написано, что восстановить вот так вот с помощью гипса получилось именно только вот в этом извержении, потому что оно было там по-своему, ну, особенное, то есть там из-за продолжительности выкидывания пепла и остального, поэтому оно получается, что только вот так вот. То есть, ну, не каждый, не после каждого вулкана, если там кто-то умер, можно его вот таким образом восстановить. То есть, вот. Получается, заканчивается уже зона археологического этого парка. Там еще снизу есть какие-то дороги, дома и так далее. Вот, а мы типа поднялись на обзорную такую площадочку.
Отсюда виден сам вулкан, и, ну, получается, город, он так вот идет вверх туда, к вулкану, типа. Да, тут много садов, кстати. Тут раз участок, два участок, 3. Короче, много здесь. Вот так выглядит парк Помпей. Мы заходили со стороны амфитеатра справа. Слева снизу находится антиквариум. А в самом конце парка расположена вилла Мистерий. Погуляв по парку, что можно сказать? Вот есть у нас 3 маршрута. Это экспресс, который 18 евро стоит, Помпеи плюс, который стоит 22 евро, и 3-дневный. Ну, мы брали 3-дневный, он включает помимо вот этого вот Помпеи плюс еще и вот виллы, которые за городом, то есть это вот Стабии, Баскариали и Аплонтисе. Вот, и, соответственно, по поводу Помпеи плюс и экспресса, как бы 4 евро, ну, мы как бы смотрели то, что можно отдельно доплатить 8 евро и зайти вот сюда, в Помпеи плюс, если ты купил заранее Помпеи экспресс. Вот, и как бы 8 евро доплачивать, там типа 2 виллы этих, ну, как бы, не знаю, стоит ли оно того, но, наверное, мы сошлись на том, что не стоит. Вот. Но как бы купить на 4 евро дороже, за 4 евро дороже и, ну, вот это Помпеи плюс, ну, как бы сходить в эти виллы как бы можно, с одной стороны, но с другой стороны, тут и так, блин, мы сколько ходили, не то чтобы много чего успели посмотреть, ну, в смысле, много чего, но не прям досконально, не вчитываясь там в какую-то информацию, поэтому, блин, экспресса будет... О. Ну да, если вы едете на один день, то как будто бы экспресса вполне себе достаточно, потому что в тех 2 виллах нет ничего такого вау-эффекта нет. И мне некоторые виллы в Помпеи Экспресс понравились намного больше, чем эти 2, которые были в Помпеи Плюс. Но если уже брать, тогда, мне кажется, реально, если на 2 дня, надо брать 3 дня, потому что вот еще включены вот эти вот все виллы, они тоже довольно-таки интересные. Завтра поедем, расскажем. Есть нюанс еще с тем, что в каждую из этих точек у тебя проходка 1 раз есть. То есть, несмотря на то, что 3-дневный билет, ты не можешь приехать в Помпеи и здесь гулять 2 дня. Вот. То есть каждую из этих точек по 1 разу. Ну, а также между ними ходит автобус, но мы еще не разобрались, как это работает. Разберемся, расскажем завтра потом. поедем, будем смотреть. Да, видно всего, что да, вот именно в Помпеи, вот в эти все есть комплекс, можно зайти только 1 раз. И мы, например, сегодня планировали, думали, что, может быть, 2-й раз еще прийти завтра в Помпеи погулять. Или, например, даже вот эти вот виллы все, вот эти вот, которые, их тоже только 1 раз можно. И это очень грустно, потому что за 1 день тут мало, а 2 дня нельзя. То есть за 2 дня нужно покупать 2 разных билета. За 1-й день и за 2-й. Обедаем. Или ужинаем, непонятно. Да. 2,5 евро. Такие как школьные пиццы. Смаженки, ага. Направляемся в Салерну. Мы заселились в новое место. Здесь есть такая лестница. И вот И такой вот такой лифт. вот лифт. Реально нажимать? А что ты? Что не один? Ну, один, это, наверное, 1-й этаж, а тут АГ, ну, как бы граунд, наверное, Т просто не так называется. Ладно, посмотрим. Нулевой. 240 килограмм, 3 человека. Мы вроде вмещаемся. Да. Короче, вот так вот. И выход с той стороны уже. Он слева. такой прям деревянный. Оп, приехали. Проверяй, куда нас привезла. Ну, в нулевой тоже. Все верно. Да. Ща, короче. Все, закрыли. Идем. Точно плотно закрыл. Мы приехали, кстати, в Салерно. Вот. Город не очень большой, по сравнению с Неаполем, так точно, но очень красивый. Вот. Ну, хотя бы из-за того, что он стоит на такой гористой местности. И тут вот проблема гористых городов в том, что они, конечно, красивые обычно, очень живописные,
но ходить по ним очень тяжело. Тут вот 5 минут до дома, но 5 минут по горам, В горку это надо будет уже подниматься, да. тяжелые 5 минут до дома. Вот. Завтра, может, надеюсь, мы поедем опять в на Помпеи, виллу, да, и, только по возможно, виллам. вечером еще погуляем немножечко по Салерно, потому что хочется его посмотреть. Нам так тут мужчина в отеле сказал, что тут много всего интересного, а мы даже ничего не У посмотрим. Насти спросили, Обидно. вас интересует какая-нибудь информация по городу? Она такая, нет. Ну, типа, какие-нибудь магазины, там, еду, как бы обычно ты и сам можешь найти. Дорога от Неаполя до Салерно очень-очень красивая, вот. Там прям смотришь в окно и восхищаешься, но лучший вид с моря, потому что там потом начинаются горы, и вообще очень-очень красиво. То есть там с одной стороны Везувий, с другой стороны море, вот, и то очень живописно, если будет возможность бегать туда-сюда, с одного окна до другого. Но мне, там, например, где-то до Помпеи классно смотреть на Везувий, а потом классно смотреть на море, потому что там начинаются горы, вот это вот все Амальфийское, горный хребет этот весь, и он тоже очень-очень красиво, прям вообще